Меня зовут Антон Редько, я основатель компании Mast. Mast — это платформа для токенизации и обмена реальных активов, соответственно, построенная на промышленных стандартах и системе оракулов. Мы на протяжении 3 последних лет активно занимались созданием продуктов для оцифровки рынка эксплуатации автомобильной, грузовой, строительной техники и оборудования. И, по сути, мы построили систему оракулов, которая позволяет нам доставать из реального мира достоверную, актуальную информацию об активах. Проблема, которую решает проект, это восполнение или доставка актуальных данных из реального мира в блокчейн, в токенизированные активы в режиме реального времени. То есть мы токенизируем реальные активы и информируем, значит, пользователей блокчейн о реальном состоянии этих активов в режиме реального времени. То есть 2 задачи — токенизация и оракул. На примере интернет-магазинов интернет-магазинов одежды, например, да, это очень такая популярная история. Все очень хорошо помнят историю, когда все только зарождалось и начиналось. У нас были сначала доски объявлений, потом появились доски объявлений с фотографией. И фотография была одна, черно-белая, потом она стала цветная, потом их стало 2, потом их стало больше, потом появилась 3D-модель. И, по сути говоря, появилась оцифрованная копия объекта в интернете. И сейчас вы, когда заходите в хороший, качественно сделанный интернет-магазин, вы имеете возможность соотнести свое представление об объекте, который вас интересует, о товаре, который вы хотите купить, с тем образом, который вам транслирует сайт. Ну, то есть это вот сейчас уже норма жизни. Когда-то этого не было, были просто объявления. В нашем сегменте это чуть сложнее, потому что передать образ, например, коммерческого автомобиля или автомобиля для службы такси, особенно бэушного автомобиля, или, например, передать образ производственной линии, станка, либо передать образ буровой установки, это достаточно кропотливое занятие, которое требует определенного систематизированного подхода и который требует, то есть мы понимаем, что нужно снять большое количество контента, его нужно снимать быстро, потому что на улице, например, минус 25, у вас в руках телефон, у которого есть батарейка, соответственно, она на морозе разряжается, то есть вы лимитированы по времени, более того, вам нужно это отправить по воздуху и так дальше. Ну, то есть есть ряд задач, которые нужно решать для того, чтобы создать для пользователя полноценное представление об объекте. Ну, то есть вот как сейчас есть 3D-модель, значит, платья, там, не знаю, туфель, сумки и так дальше, то есть мы такую же 3D-модель можем, например, создать для буровой установки нефтяной. И, соответственно, дальше, следующим этапом мы эту 3D-модель, ну, назовем это так, это не совсем 3D-модель, но это недалекое будущее, это будет 3D-модель. Мы эту 3D-модель с помощью Internet of Things подключаем к реальному объекту. И мы получаем с вами образ объекта, подключенный к реальному объекту. Соответственно, мы получаем довольно подробное описание самого объекта и актуальную информацию о его показателях, техническом состоянии, пробеге, где он сейчас находится, на какой глубине бур находится, с каким давлением, там, допустим, там, сверло сверлит и так дальше. Ну, все что угодно, любые данные, которые может нам сообщать промышленный датчик. То есть, соответственно, мы создаем такого полноценного аватара, полноценную копию практически любого актива, подключенного к интернету. Это нужно для того, чтобы передать, то есть зачастую человек перед тем, как что-то купить или что-то, скажем так, взять в аренду, ему необходимо соотнестись с этим объектом и понять, соответствует ли этот объект его представлениям. То есть мы все-таки мыслим образами, и когда мы принимаем решение, мы эти образы, скажем так, перекладываем на реальность и сравниваем. То есть и здесь модели и схема покупки, они сильно отличаются от покупки в магазине, то есть мы сравниваем, сопоставляем свое представление об объекте с тем, что нам предлагают. И в данном случае, когда мы говорим, например, об автомобильном рынке или о рынке оборудования, о рынке коммерческого транспорта, мы имеем дело с достаточно разрозненными и разбросанными по миру рынками. То есть вам, например, может понадобиться
кран, который продается, например, сегодня в Саудовской Аравии, а вам его нужно доставить, например, в Голландию, или вам его нужно доставить, например, в Соединенные Штаты. И вам нужно понять, что это за кран, в каком он состоянии, стоит вообще ехать его смотреть или нет и так дальше. То есть есть большое количество задач, которые вам нужно решить. Соответственно, вы рассматриваете огромное количество фотографий, изучаете большое количество технической документации, потом выезжает на место механик, делает там диагностику и так далее. То есть это огромные временные затраты, это огромные затраты финансовые. И, соответственно, не всегда эти затраты приводят к результату, потому что иногда информация, которую прислал вам продавец, не соответствует действительности. И мы запускаем процесс по новой, и по новой, и по новой. Это очень хорошо описано в работе американского экономиста «Рынок лимонов» работа называется, и она отражает как раз проблему асимметричности информации, когда продавец всегда обладает большим количеством информации, чем покупатель. Вот. Эту проблему мы решаем, и, соответственно, для того, чтобы гарантировать, например, инвестору некое актуальное состояние или некое адекватное состояние актива, которое он профинансировал, например, для бизнеса, нам также необходимо знать техническое состояние, нам также необходимо знать выработку текущую, то есть и так дальше. Соответственно, мы эту информацию всю собираем с помощью датчиков Internet of Things, отправляем, то есть анализируем, формируем индексы, отправляем эти индексы в токен. Соответственно, инвестор имеет возможность быстро промониторить реальное состояние, там система алертов, то есть могут быть отправлены какие-то предупреждения, если что-то изменилось, риски и так дальше. Вот, соответственно, весь этот объем информации нужен для того, чтобы составить целостное представление, иметь возможность построить достаточно подробный анализ относительно непосредственно самого актива и уже на основе этих данных рекомендовать что-либо покупателю, продавцу, инвестору, либо любой другой стороне, заинтересованной в отношении к этому активу, банку, страховой компании, налоговой инспекции, то есть любому агенту, который с этим активом и с бизнесом, который его эксплуатирует, взаимодействует. Если говорить про конкурентов, как про компании, которые занимаются тоже токенизацией, то, наверное, сложно, потому что в нашем сегменте я пока таких компаний не знаю, кто занимается токенизацией именно в автомобильном рынке, в рынке оборудования, спецтехники, там, строительной техники. Есть компании, которые занимаются токенизацией, например, это BankEx, которые в свое время там, впечатлили своей концепцией, и которых мы внимательно изучали, и на основе которых, в принципе, построили ряд своих решений. Значит, есть компания Latoken, которая также заявляла определенные планы по поводу участия в этом рынке. Конечно же, наши конкуренты — это банки, безусловно, и классическое финансирование, если говорить в части вот концепта финансирования микро, малого, среднего бизнеса. Это компания альтернативного финансирования, которая занимается peer-to-peer кредитованием. Наше ключевое отличие от всех перечисленных коллег — это прежде всего очень высокая экспертиза в предметной области. Мы больше 10 лет, то есть это я и мой товарищ, с которым мы развиваем именно продуктовую часть. Мы больше 10 лет занимаемся автомобильным коммерческим транспортом. Мы очень долго продавали, покупали, мы эксплуатировали, мы ремонтировали, мы экспортировали, импортировали, в общем, чего только не было. И рынок мы знаем это очень хорошо. Соответственно, в сегменте микро, малого, среднего бизнеса, если говорить про финансирование, чем мы отличаемся от банков или от лизинговых компаний, банки и лизинговые компании используют подход оценки риска по заемщику. Это классическая история, когда скорится заемщик и оценивается его финансовая, значит, состоятельность. Мы скорим совсем по-другому, мы скорим как микрофинансовая, скорее, организация, но при этом мы учитываем риск не по заемщику в основной массе своей, а по активу. Банк так тоже делает, но ввиду того, что у них, скажем так, есть определенный дефицит с экспертизой в части оценки активов, они делают это несколько по-другому. То есть мы же опираемся на свой опыт, на свои разработки, свои технологии, и, в принципе, оценку ликвидности и реальной рыночной стоимости у нас делает робот, анализируя порядка 130 тысяч объявлений ежедневно 2 раза в день. Соответственно, мы делаем это чуть быстрее, чем банк, и чуть более экспертнее. Значит, если говорить про нас в сравнении с коллегами по цеху по токенизации, то здесь я бы хотел остановиться на том вопросе, что токенизация — это сначала цифровизация, а потом токенизация. То есть
Большая часть проектов, которые я анализировал, если не сказать все, проекты, которые заявляли токенизацию так или иначе, очень небольшое количество времени в описании своей продуктовой части уделяли процессу оцифровки объекта. По моему убеждению, токенизация реального сектора начинается с создания цифрового, скажем, цифровой копии объекта, а потом уже токенизация этой цифровой копии. В противном случае мы получаем сущность, скажем так, токен, очень сильно оторванный от реального объекта и неинформативный с точки зрения свойств объекта, с точки зрения его актуального состояния, его ликвидности и так дальше. Поэтому большая часть проектов, которые мы анализировали, они столкнулись с задачей создания этого оракула, создания этой, значит, цифровой части, которая отвечает за цифровизацию. И, по моему мнению, они будут какое-то количество времени эту проблему или эту задачу решать. Если говорить о статусе проекта, то на сегодняшний день нами разработана большая часть, которая отвечает за оцифровку активов. То есть у нас есть мобильное приложение, есть несколько веб-решений, у нас разработан стандарт, есть, соответственно, несколько решений для оценки реальной рыночной стоимости, ликвидности этих активов. И на сегодняшний день мы проектируем и находимся на стадии разработки решения, которое связывает наш оракул с блокчейном. Объем рынка и проблема, которую мы решаем, стоит $8 триллионов или больше на сегодняшний день. Наш целевой сегмент — это все активы, которые можно с помощью Internet of Things подключить, соответственно, к интернету. И тот сегмент, на который мы сейчас ориентированы, это $1,5 триллиона. Соответственно, мы ставим для себя планы выйти на оборот в 40 миллиардов через 5 лет. Значит, для этого мы планируем разработать ряд решений, в частности, это платежный гейтвей, который предполагается будет размещаться в Англии, значит, с лицензированием и, скажем так, на основе Electronic Money Institution, Payment Institution. Соответственно, мы предполагаем разработать биржу, значит, и, соответственно, на бирже мы будем торговать те токены, которые мы, соответственно, в рамках своей платформы будем токенизировать, то есть, точнее, те активы, которые мы будем токенизировать, и производные токены. Если говорить про скорость, про roadmap этих решений, значит, в этом году мы планируем запустить сервис по токенизации активов и биржу. То есть, соответственно, сделать такой proof of concept для того, чтобы доказать эффективность нашей платформы и показать миру, что блокчейн и токенизация могут быть полезны в решении реальных задач, в частности, в финансировании микро, малого, среднего бизнеса. То есть, скажем, мы благодаря токенизации существенно увеличим ликвидность тех активов, которые токенизируем, переводим в цифровой мир, и, соответственно, позволяем владельцам этих активов взаимодействовать напрямую с инвестором, минуя банки. Ну и, соответственно, все то регулирование, которое на сегодняшний день в банковском мире существует, которое, в принципе, является основным источником всех проблем и болей сегодняшнего бизнеса, особенно микро и малого. В перспективе, что мы планируем делать? Мы планируем с помощью этого решения выпускать токенизированные активы, соответственно, для обращения их на собственной бирже, и на основе этих токенизированных активов, соответственно, выпускать производные инструменты, такие как цифровые облигации, такие как цифровые акции, и помогать таким образом связывать реальный сектор экономики с капиталом через токенизированные финансовые инструменты. В этом году мы планируем запустить биржу и, значит, реализовать вот этот proof of concept на примере автомобильной коммерческой техники, выпустить токенизированные облигации и начать их продавать. Соответственно, мы планируем это делать в Европе, значит, это Восточная Европа, это Польша, Чехия, Венгрия и там, Литва, Латвия. В России мы завершаем свой раунд 24 числа, 24 мая у нас будет пресс-конференция, и мы на этом завершаем все наши мероприятия в российском раунде. И мы уезжаем в роуд-шоу, соответственно, это будет Азия, это будет Европа и это будет Соединенные Штаты. Если говорить про деньги, про инвестиции, значит, мы для
Для того, чтобы реализовать наши финансовые планы, я повторюсь, это 40 миллиардов через 5 лет, 40 миллиардов долларов мы планируем занять рынок. Значит, мы планируем в этом году, в течение ближайших 3 месяцев, привлечь в ходе токен-сейла 14 миллионов долларов. Значит, софткэп у нас 6700. Значит, мы для этого выпускаем токены MAST. Токены MAST выпускаются ERC-223 стандарт в сети Ethereum. Значит, токен сейл у нас идет сейчас закрытый раунд для инвесторов от 100 тысяч долларов с чеками. С 1 июля у нас будет паблик пресейл с чеком от 5000, и в августе мы запустим паблик токен сейл. Всего будет выпущено 500 миллионов токенов. Цена токена на паблике будет 4 цента. И все токены, которые не будут проданы, будут сжигаться. Токен у нас utility. Токен — это токен скидочный. Соответственно, по аналогии с Binance, одно отличие в том, что мы планируем сжечь все токены в перспективе, и все токены, которые мы принимаем в оплату, мы будем сжигать. Соответственно, таким образом подогревая определенный дефицит. И по мере того, как проект будет развиваться, скидка по токену будет расти. То есть мы предполагаем, что рост скидки по токену будет влиять на, соответственно, спрос. Если говорить про момент, что получит инвестор, инвестор, соответственно, получит токены. На пресейле инвестор получит токены с бонусом до 20%. На private, на паблике это будет до 10%. И, соответственно, в дальнейшем, по мере увеличения количества пользователей в системе, инвестор сможет эти токены продавать, соответственно, предоставляя таким образом возможность пользователям оплачивать со скидкой услуги в системе. По инкорпорированию мы, значит, компания, которая будет проводить токен сейл, она сейчас регистрируется. Это будет эстонская компания с лицензиями на криптоактивы, криптокошелек, криптообменник. Соответственно, счета мы предполагаем счет открыть либо в Англии, либо в Швейцарии. Сейчас ведем переговоры с несколькими банками по этому поводу. У нас будет KYC, соответственно, KYC будет в соответствии с требованиями банка, который будет в дальнейшем продавать крипту. Токен сейл, то есть всю подготовку к токен сейлу, весь маркетинг и так дальше мы делаем за свой счет. Ни копейки денег инвесторов мы не планируем привлекать на этот процесс. И, значит, на сегодняшний день в проекте больше 4 миллионов долларов наших собственных инвестиций и больше 90 тысяч часов R&D и разработки. Хотим видеть людей, которые хотят вместе с нами строить будущее, хотят зарабатывать на нашем проекте, хотят присоединиться к строительству нашего небольшого аэропорта и потом зарабатывать на продаже билетов. Так что будем рады и приглашаем всех заинтересованных инвесторов к сотрудничеству.